Блядство, разврат, если без ЗАГСа, то шалава! Я ищу, но так как все козлы, я никак не могу найти. Они заложники, они в ловушке. Поощрение культуры одиночества. 70% людей, которые в списке Forbes, это глубоко семейные люди. Игорь Владимирович, хочу поговорить сегодня не совсем про бизнес, а точнее совсем не про бизнес и не про деньги. Есть такое явление сейчас – одиночество, огромное количество одиноких людей. Как вам кажется, почему число этих людей растет, которые говорят «я счастлив один, ни мужчина, ни женщина мне не нужны»? Синглетизация или вот это одиночество является уже не столько даже явлением, когда нежелательное явление, это даже уже мейнстрим. Появляется целое движение так называемых синглов. Мир усложняется. Каждый год мир усложняется в 2 раза. А человек биологически не приспособлен к тому, чтобы усложняться с такой скоростью. В результате, теряя связь с миром, человек выбирает такой способ, чтобы не войти в тотальные противоречия, такой способ отсоединиться. В результате человек становится один напротив всего очень сложного мира, который весь на него давит. По сути, тревожность, которая сейчас растет, встревоженность, депрессии, продажи антидепрессантов в прошлом году в мире 25% роста. Странно, да? Вслед за этими явлениями типа «я сам, не нужны мне никакие половинки», растет стрессы, депрессии, таблетки и так далее. Фарминдустрия заинтересована в очень стрессованных, одиноких людей. И дальше происходит следующее. Поощрение культуры одиночества. На фильмы, на искусство, статьи, везде происходят какие-то выпады, что да, сингл действительно не надо, да. Потому что те индустрии знают, что чем больше одиноких людей, тем больше стрессованных, значит, тем больше таблеток. Об этом надо помнить всегда. Поэтому я сторонник здесь family focused. Семья имеет значение. Семья – это ответ на большинство вызовов современности. Это самая ближайшая оснастка человека. И тот, кто не умеет использовать это для самооснащения себя, да, он проиграет в результате. Вам на это любой современный психолог или почти любой скажет: если ты несчастлив один, то ты не сможешь быть счастливым и вдвоем. То есть сначала нужно разобраться с собой, стать самодостаточным, и потом тогда ты сможешь создать счастливую пару. Кстати, чем это отличается от действий провизоров, фармацевтов и так далее? То есть опять поддержка сингл подхода, да? А я так скажу, в одиночку вообще ни с чем нельзя разобраться, а когда ты в одиночку приходишь к психологу, который кормится от тебя, то он заинтересован только в одном, чтобы ты дальше к нему приходил. Кто будет, потреблять весь этот контентище, который сейчас везде? Кто? Эти все инфокурсы, курсы просветленной жизни, курсы медитации, йога. Кто? Это все одинокие люди. Потому что раньше люди делали это друг об друга. Тут еще эти, которые сиськи делают, и эти, которые, эти пластические все операции. Бьюти-индустрии. Волосы должны быть прямые, а не кудрявые. Давайте распрямим, да. То есть гигантская индустрия, я подчеркиваю, они заинтересованы в том, чтобы было очень много обращающихся к их услугам. Семейные реже ходят. Семейные и те, у кого семья является так называемой оснасткой для наполненной счастливой жизни, они не ходят. То, что мы сейчас можем жить автономно, хорошо, еще и ни у кого не спрашивать, то надо у жены спрашивать, куда ты пошел, что здесь вообще спокойно живешь один, сам за себя отвечаешь, деньги есть. Зачем в этой ситуации вообще нужна семья? Способность обрабатывать больше сложного или более сложное образуется у человека, когда он семейный. Точка. Если посмотреть статистику всех людей, которые сделали большие компании или проявились как очень мощными лидерами, они семейные.
При этом, конечно, сейчас... значит, такой-то, да, он не семейный. Да есть, конечно, черт побери. Ну, есть и не семейный, или что. Но я же говорю, статистика, она не обсуждает, что вот нет ни одного. Статистика собирает, говорит, какие в основном проявления. Ну, в основном семейные люди создают большие компании, большими деятелями становятся. Вот и все. Вот если взять вот примеры, например, в списке Forbes, в России, например, вы посмотрите, там 2/3 людей, которые в списке Forbes, это глубоко семейные люди. Точка. А вот если мы так посмотрим, да, то вот если почитать вот журналы там какие-то, эти мейнстрим, да, то блядство, разврат, значит, любовницы, значит, все это как бы вот в мейнстриме. Ну вот на самом деле это не так. В связи с этим не могу не задать вопрос. А в этих семьях успешный один человек, а второй тыл закрывает? Или могут оба быть? Да, здесь очень интересная ситуация. Вот представь себе, да, ты родился в стране, ты был в какой-то школе, там, потом в университете, потом, может быть, встретил девушку, если ты мужчина, да, потом какой-то бизнес или какое-то дело. И потом у тебя стало много власти, денег, ты стал очень успешным, и, может быть, даже вошел в список Forbes, это не важно. И дальше на каком-то моменте ты вдруг обращаешься и даешь оценку произошедшему. Одна возможная оценка. Это все я такой молодец. Я. И то, что случилось, это все я, но я молодец, и у меня получилось. Или другие виды оценки. Вот. Я считаю, что, конечно же, общество дает возможность проявиться кому бы то ни было. А семья, в которой ты являешься частью, да, ты, может быть, ты олицетворяешь этот успех. Но даже если ты олицетворяешь успех, то у тебя есть, например, жена, то что у тебя получилось, это потому что вы были всю эту дорогу вместе. Вот я так считаю. Я не отделяю себя, например, от своей жены Кати. Завершая эту тему, ваш миллиард, он ваш или он ваш и Екатерины? Он нашей семьи, и он очень связан с обществом, которое дало возможность его концентрировать. А потому мы уже с Катей решили, и мы уже проявили, закрепили свою волю в нашем манифесте обещаний, что мы этот капитал возвращаем в виде школ, детских садов, сообществ в общество. Вот. Это вот у нас такой бзик. Бзик, у каждого есть бзик. Вот у нас такой бзик, короче, сказать. В виде школы, детских садов и сообществ про женщин, сообществ Эквиум, да. Вот так. И садики, и школы рыбаков Play School. Вот у нас такой, короче, бзик. Все же люди немножко сумасшедшие. Мы тоже. Мы поговорили об осознанных одиночках, назовем их так. А давайте поговорим о тех, кто хочет семью, но почему-то не может найти. Очень много людей таких. Да, Мужчины жалуются на женщин, говорят, нет нормальных женщин, все какие-то корыстные, хотят от меня денег. Женщины жалуются на мужчин, говорят, то неудачники, то не работают, то слишком много хотят. И как будто претензии у всех друг к другу, и никто не может найти себе пару. Точно. Почему так происходит? Точно. Есть 3 типа людей, и женщины, и мужчины, здесь гендер не имеет значения. Ждуны, ищуны и те, кто счастлив. Сегодня поговорим так, чтобы максимально пользы дать тем, кто по стечению обстоятельств, пусть так, не по собственной вине, а по стечению обстоятельств оказался в позиции ждун или ищун. Или ждунка, или ищунка. Если женщина, если ждун и ищун. Это вы по-современному, феминитиву. Да. Вот. Соответственно, что такое ждун? Да, ждун – это тот человек, который ожидает, что вот сейчас, вот еще сейчас надо чуть-чуть потерпеть, еще чуть-чуть, и вот наступят те времена, когда вот все будет. Они все никак не наступают. И он привыкает к ждунчеству. Ждунизм – новая философия. Второй тип – ищуны. Ищун
Или ищунья. Ну как, они же ищут подходящего мужчину или подходящую женщину, да? Это проект. И их первичная выгода – это находиться в состоянии поиска. Очень частая симптоматика, выражающаяся в том, что женщины говорят: я ищу, но так как все козлы, я никак не могу найти вот этого подходящего. И так далее. Ну, все козлы. У мужчин та же история. Донжуанство – один из видов, там, да, так, надо вот эту попробовать, вот эту, да, и зависают в своем вот этом вот проекте ищунства. Они рассказывают друг другу истории, сколько у них было, хотя потом уже рассказывают это по привычке, потому что нравится рассказывать истории, сколько было. Хотя уже и не было. Хотя уже и давно не было. Вот, но истории эти нравятся. Почему? Ну, мужчины друг друга заводят этими историями, и считается, если ты не рассказываешь, ты лох. Вот эти вот ждуны и ищуны, они не находят себе пару, получается, потому что и не хотят ее найти? Первое, они очень сильно влипли в свои проекты. Ждунство – это как проект, и ищунство – это как проект. Они заложники, они в ловушке. Но они об этом не знают, они полностью ощущают, что они скоро найдут или дождутся. Те, кто ждет, не дождется, те, кто ищет, не найдут. И ждуны, и ищуны, они воображают, имаджинируют какого-то идеального партнера, идеального мужчину, идеальную женщину. Да? Этот идеальный образ, он обычно, ну, когда даже вот женщина описывает, а как выглядит твой избранник? Это вообще, всем понятно, что такого нет. Ну и наоборот, когда мужчина описывает, Кстати, когда я выбирал жену, я же тоже выбирал, да, вот. Я батю спрашиваю: бать, как выбирать жену? Батя мне такой говорит: ну, Игорь, смотри, чтобы, говорит, английский знала, английский, он так сказал, чтобы родословная была, вот, и чтобы, значит, на фортепиано играл. Все, говорит, 3 критерия. Серьезно? И потом как-то приезжают домой с Катей. С Катей, моя Катя. Вот. И батя такой узнает, что английский не знает, на фортепиано не играет, но родословная неплохая. И он такой сидит, говорит: ну вот видишь, говорит, 1 критерий, говорит, сработал, подходит. Да. Так что идеального нет, не существует, все мы знаем это, я подтверждаю это. Да. Нужно искать потенциального. Есть масса людей, которые все-таки находят партнера, но очень быстро с ним расстаются. Я сейчас говорю о разводах, колоссальном количестве, которые есть и в России, и по всему миру. Причем разводятся из-за всякой ерунды. Не сошлись характерами, не смогли притереться. И там год-два проходит, семья развалилась. Вот эту тенденцию как вы объясняете? Эта тенденция абсолютно укладывается в тему этого выпуска. Дело в том, что союзы или браки, или вот женитьбы являются сейчас не собственно созданием союза, а выполнением так называемой программы «поставить галку» в ЗАГСе. Ну, окей, программа выполнена, галка поставлена, дальше союз распадается, потому что не было никакого союза. Его не было. Была программа галки. Эта программа обильно поливается, удобряется мамами, сообществом, и бытует такое мнение, что, что девушка, ЗАГС и так далее. Вот если без ЗАГСа, то шалава! Понимаешь? А если с ЗАГСом, то не шалава. Понятно, что мужики убегают, вот от таких убегают. Если он сразу не успел убежать, то он убежал после ЗАГСа через некоторое время. Но... Немножко складываем ответственность на женщин. Нет, это тоже программа. Потому что среди мужчин бытует формула, как программа. Но если уж ты, как говорится, вот попортил девушку, попользовал, да, то типа женись. С той стороны была программа ЗАГС, белое платье, с этой стороны некая программа честь, достоинство и так далее.
телега впереди лошади. Ну при чем тут регистрация в ЗАГСе и белое платье, если никакого союза нет, если не было состояния, да, потенцирования, и если тот, кого ты ищешь, и тот тебя тоже искал, и вот вы встретились, и дальше вы не смогли уже расставаться, и потому вы повенчались или ЗАГС и так далее. 70% браков распадаются в первые несколько лет. 70%. Статистики я не знаю точно, но больше половины. Основание следующее, что никакого союза нет, есть инерционный сценарий, заходя в который идет увеличение противоречий или выполнение, значит, галка достигнута, проект закрыт, а дальше, начинаются другие проекты. Игорь Владимирович, все-таки сейчас мы не можем не признать, что люди стали чуть более автономные, даже где-то эгоистичные. Нам еще и психологи говорят, что если ты 2 раза мужу сказала, и он не выполнил, то надо собрать чемодан и уйти навсегда. Вот в этой ситуации, что вы думаете, влияет это на сохранение семьи? Вот если бы я так делал, у меня бы не было всего того, что у меня есть, и еще много чего будет, не было бы. Я бы разрушал мосты. Вместо того, чтобы строить мосты, ездить по ним, ремонтировать их, строить дополнительные мосты, я бы такой, раз здесь не проехало, значит, взрываем мост. Но это путь в никуда, это путь к разрухе. Когда вы слушаете кого-то, обратите внимание, вы хотите на него быть похожим? На тот, кого вы слушаете. Просто очень хорошо сказал Насиб Талеб. Очень хорошо. Я для себя давно это использую. 30 лет уже использую, а вот он сказал, и я вдруг понял, что я 30 лет это использую. Если вам кто-то что-то говорит, психолог, инфотренер, советник и так далее, обратите внимание, а он-то сам как живет? Зачем слушать того, на кого вы не собирались быть похожим? Поэтому на самом деле никогда не слушайте людей из Ютуба. Вот как меня сейчас. Не слушайте. Зачем вам это? Только слушайте, если хотите, чтобы у вас получалось, как у меня в семье. Вот как у меня в семье, тогда слушайте меня про семью. Если хотите, как у меня в бизнесе, тогда слушайте меня про бизнес. Понятно, да? Никогда не слушайте того, просто кто вам там говорит какую-то информацию. Будьте только с теми, на кого хотите быть похожими. Тогда поведенческие стратегии и автоматизмы, из которых все и складывается, окажутся в вас. И у вас случится то же самое, что у них.